Всем привет! Я Лиза. Я сейчас нахожусь на границе Беларуси и Польши. В принципе, в 4 километрах отсюда, вот туда, там находится Польша. Я в Западной Беларуси и хочу вас пригласить проехаться со мной, посмотреть на Западную Беларусь, потому что и культурно, и эстетически она достаточно сильно отличается от остальной Беларуси и от соседней Польши. Так что поехали! В Порозово все было достаточно кинематографично, и, наверное, столько интересных домов в одном месте я давненько не видела. Это местная синагога, естественно, не действующая уже, и думаю, крыша у нее такая, потому что нужно было консервировать как-то здание, чтобы оно совсем не разрушилось. А это, конечно, не такая старина, но посмотрите, это явно с 80-х или даже 70-х годов. Прямо ностальгия. В Беларуси достаточно много каких-то заброшенных зданий, которые даже нельзя выкупить, потому что заломят слишком большие деньги. И кажется, дело в том, что тут кто-то лох. Еще одна усадьба, и она деревянная. Честно говоря, такую вижу впервые. Не так и нетипичную для Беларуси. Но, возможно, были когда-то типичными, а потом сгорели. К счастью, она не в таком плохом состоянии, и еще не так давно она работала как больница. Вот мы видим и ординаторскую, и физкабинет. Руины деревни Лысково, а внутри они оказались совершенно невероятными. Давно архитектура, хоть и увядающая, не производила на меня такого впечатления. Посмотрите, здесь даже остались фрески. Не целиком, конечно. Было бы здорово, если бы это было законсервировано хотя бы в таком состоянии. Восстановить, конечно, это слишком дорого и почти невозможно. Но просто смотрите на эту увядающую красоту. Это совершенно точно любовь. От і сапраўдная турыстка з мыліцай. Я блогер. В Усялюбах нам дико повезло, и мы встретились с отцом Ксенза, который открыл специально для нас костел и провел по нему экскурсию. И говоря по нему, я имею в виду по всем закоулкам. Такое несколько раз случалось со мной в католических церквях,
но никогда в православный. Обратите внимание, насколько много здесь фигурок. В основном они деревянные. Деревянная скульптура не только религиозного толка распространена в Западной Беларуси, как и в соседней Польше, Литве, Западной Украине и Словакии. А вот в Восточной Беларуси ее почти нет. И связано это с тем, что на Востоке распространено в большей степени православие, где она для украшения храмов не используется. А вот пример деревянной скульптуры уже более языческого вида, хоть и изображен Христос, судя по всему. А это уже православная церковь оборонительного типа, построенная в готико-ренессансном стиле. Только посмотрите на эти своды. А это синагога, к сожалению, разрушенная, да и евреев после Второй мировой войны в Корево не осталось. Это Каревский замок, ему 700 лет, а эта лошадка тоже каревская, ей лет 7, но не менее прекрасна, чем остатки замка. Там не было ни солнца, купи мне гитару, не знаешь, все еще... Ой, беседка, вон там. Вообще ничего. Правильно. Мужички с гусями едят рыбу ловят. Сами это самое правильное. Очень красивый сарай. Ну а мы приближаемся к очередному костелу, которыми богата Западная Беларусь. Я когда подходила, думала, что это коммунистический лозунг, но нет, Христос воскрес. Обратите внимание на деревянные украшения на фасадах домов. Они достаточно аскетичны, что не характерно, например, для России и Юго-Восточной Беларуси. А если мы обратим внимание на лиштвы, то есть оконные наличники, то заметим, что практически отсутствует у них такая пышная резьба, выполненная в технике пропиловки. Когда я говорю о пышных прорезных лиштвах, оконных наличниках, я имею в виду вот такие образцы, которых в Западной Беларуси мы практически не можем встретить. Причем некоторый аскетизм характерен даже для украшения церкви. Перед нами православная церковь, которая явно ощутила на себе влияние северо-западной протестантско-католической культуры, и украшена она довольно-таки сдержанно. Традиционные для Беларуси еврейские надгробия в виде дерева с отрубленными ветвями. А вот это уже какой-то интересный культурно-религиозный синтез, ведь на дереве появился католический крест. Однако в Залесье меня больше поразила служба в этом небольшом костеле.
Посмотрите, прихожане приехали на велосипедах. So sweet. Ты еще должен переодеться 100-500 раз. Это всю этикетную историю выполнить. Конечно, люди все равно более собраны. То есть, наверное, многие люди, они даже не знали вот эти состояния, ну, как бы, которые нормально для 21 века, когда ты проснулся в пижаме, провел целый день в кровати с ютубом, и ты такой... У меня есть. Хочешь? Нет, все? Красивый руин. Церковь Свято-Преображенская. Такая мощная. Пока не развалилась, было прям ничего. Да, и в таком месте сверху. А что она развалилась? Советская власть не выдержала ее. Или она советскую власть. Кто-то кого-то не выдержал.